Привет всем! В прошлых своих видео я говорила, что мои сюжеты выходят по понедельникам, средам и пятницам. Но в эту пятницу выпуска не было, не до развлекательного контента, но и у меня тоже настроения не было выгружать. И, честно говоря, сейчас настроение снимать новые сюжеты тоже пока нет. Вот, поэтому, друзья, предлагаю вашему вниманию видео, которое я снимала еще раньше, нашу поездку в Нави Мумбаи. Желаю вам приятного просмотра. Привет всем! Вы на канале «Замуж выйти». Друзья, я сегодня вас приглашаю вместе с нами в интересное, увлекательное путешествие. Друзья, сегодня мы едем в один из самых чистых городов в Индии. Мы вообще планировали эту поездку на прошлой неделе и хотели ехать на такси. Парам сказал, что это на такси ближе, чем на поезде добираться. Ну, потом он вам объяснит. Вот, но в тот день у нас не получилось, у Парама что разболелась голова, и, в общем, отложили. И сегодня утром почему-то Парам сказал, что нет, будем все-таки ехать на поезде. Артур в телефоне играет в игру, Парам изучает то место, куда мы едем, потому что он там не был, и смотрит, что там можно интересного посмотреть. Ну и вот, смотрите, вокруг нас в основном одни мужчины. Сейчас, ребята, у нас очередной челлендж. Надо умудриться выйти из вагона на нужной нам станции, потому что в основном все едут дальше. Постараюсь вам передать эту атмосферу. И знаете, у меня такой страх, детство, у меня всегда страх выходить из переполненного транспорта. Я боюсь не успеть. А ну, Артур, у тебя нормальное настроение? Да-да, и все нормально. Говорит, да, все нормально. Не знаю, видно вам или нет, там кто-то на дверях висит, кто-то запрыгивает. То есть тут, получается, одновременно будут и выходить, и заходить. Фух. Вы представляете, но я не снимала в этот момент, это было что-то ужасное. Очень сложно вообще в такой ситуации сохранять самообладание, очень сложно. Вот вы видите сейчас, как они втискиваются. То есть вот поезд поехал, а они утрамбовываются в процессе. Уже кто-то отвалился. Ребята, и вот это вот мне нужно было выскочить. Когда выскакивала, они уже начали заходить. Я даже выкрикнула, честно. У меня вот до сих пор сердце стучит. Кажется, сейчас выскочит из груди. Я сейчас специально вот это вот все рассказывала, отошла немножко подальше от Артура, чтобы он не видел этот страх, чтобы он был спокойным ребенком, более или менее. Сейчас нам еще предстоит пересадка. Это место, куда мы едем, находится от нас недалеко, но не проложили туда железную дорогу. На машине ехать, примерно час. На такси это платить за целый день. Но на целый день это очень дорого. Сейчас мы находимся на станции под названием Тана. Сюда мы обычно приезжаем, когда едем на поезде в Гоа. Делаем здесь пересадку, то есть на электричке. Вот мы сейчас ехали на электричке, собственно. На электричке доезжаем до сюда и пересаживаемся уже на поезд, который везет нас в Гоа. Но сегодня у нас другой маршрут. Следующий поезд. Но здесь, посмотрите, намного свободнее. Садись куда хочешь. Идем туда, сядем. И вроде бы ехать не так долго уже. Красота. Вы знаете, все познается на сравнении. Как вот сейчас я уже себя чувствую прям принцессой. Боже мой, как классно. Вот Парам решил что-то. Не, я не хочу. А, еще обратите внимание, как Парам надел рюкзак. Мой рюкзак он надел впереди, потому что при такой давке мог вот кто-то сзади расстегнуть рюкзак и достать содержимое. Так живут, друзья, обычные люди в Индии. Возле железной дороги сушат белье. Представьте, сколько тут пыли. Вот. И скоро вот уже мы приближаемся к тому месту, где живут богатые, счастливые.
наконец-то, друзья, мы приехали. Этот городок называется Нави Мумбаи. Он занял 4-е место из 73 претендентов на звание самого чистого города в Индии. Но сейчас мы проверим, насколько он чистый, красивый, цивилизованный, ну и так далее. Пойдемте. Ребята, ни я, ни Парам здесь не были. И давайте Парам сейчас расскажет вообще, что говорят люди об этом местечке, об этом городке. Парам, what people think about this place? This is nice place, no slum areas. This is like European cities. То есть говорят, что здесь нет никаких там трущоб. Можно себя почувствовать, как в Европе. Посмотрите, действительно красиво, да, вот какие здесь здания, дороги. Ну так, конечно, друзья, мой взгляд эксперта находит некоторые минусы и недочеты. Перфекционистам здесь не понравится. Но мы сейчас находимся возле вокзала, может быть, поэтому сейчас мы вглубь города зайдем и посмотрим, как там. А вот Парам, что ты хочешь купить, Парам? Chas, buttermilk. В общем, напиток. Молочный напиток типа нашего кефира, Чарс. А говорили, нищих здесь нет. Есть люди, которые просят милостыню. Парам give some. Я говорю, Парам, дай немножко денег этой женщине. Ребята, что я хотела сказать, что все это вранье насчет того, что здесь нет нищих. Так, Парам уже выпил Чарс, Артуру мороженое, по-моему, манго и айскрим. Вот, и я хотела показать вам, друзья, что вот эта вот женщина, по-моему, нас преследует. Она все время ходит за нами. Мы же вроде уже заплатили деньги, сколько же можно за нами ходить. Вот, а так, видите, здесь молодежь, много молодежи, счастливой, довольной. О, говорит, это моя девушка, красавица. Теперь все узнали, что это его девушка. Она смущается. Так, все, больше не буду их снимать. Но я, честно говоря, немножко расстроилась. Я думала, что здесь будет круче. Это какая-то другая женщина. В общем, Парам решила ей дать. Так, а те все хохочет сзади. Yeah, baby. Arthur? Ребята, обратила внимание на наличие рукомойников. То есть это настолько классно, можно здесь помыть руки, причем с мылом. Вот, жидкое мыло здесь есть. Но единственное, что такое, не то чтобы единственное, что это я уже, знаете, просто как такой человек, который снимает видео, ко всему придираюсь, на все обращаю внимание. Обратила внимание, что очень маленький напор. Этого напора хватит на мою картошку всего. Чтобы полить картошку. Да. А нас продолжают преследовать попрошайки. В общем, друзья, вот эта вот девушка с ребенком ходит опять за нами. То есть я сюда приехала и хотела показать вам, что здесь нет бедных, нет нищих. То есть, что в Индии есть тоже такие места. У меня был такой настрой. То есть перед каждой, знаете, съемкой каждого сюжета я как-то все равно, подготавливаюсь. В любом случае, даже если я не знаю, о чем я буду снимать, все равно я как-то готовлюсь. И тут, представляете себе, какой для меня такой вот именно сюрприз. Приезжаю, и нас тут с самого начала преследует. 1, 2, 3. Все-таки Парам и этой девушке тоже заплатил, хотя я ему сказала, что это будет продолжаться бесконечно. Они уже поняли, что мы платим. И нас преследуют, одна за другой. You also little taste. Ой, давай. Вкусное, очень вкусное мороженое, но у меня сейчас все мысли, я же говорю, не есть, не пить. Я вижу, что у меня камера начинает разряжаться, уже думаю, нам нужно находить место, где можно подзарядить. Друзья, сразу обращу внимание на то, что бросилось мне в глаза, чем отличается этот городок от остальных. Видите, здесь нормальный тротуар, где реально можно нормально пройтись, прогуляться. Кстати, вот стоят урны, можно выбросить мусор здесь, руки везде можно помыть, тоже я уже вам показала. Но, как и в любых других частях Индии, можно увидеть вот таких вот спящих людей, отдыхающих. Так, ну что, Парам, and what do you think, Парам? Good. Европейцы, пишите, действительно, город претендует на звание
европейского. Видите, я просто все подряд сейчас снимаю, потому что ни я, ни Парам здесь не были. Вышли только буквально с вокзала и сразу же начали снимать. Что? Лайфстайл, то есть видео у нас сейчас лайфстайл. Снимаю то, что вижу. И делюсь своими впечатлениями. Как вам, напишите, вам такое нравится? Или вам больше нравятся постановочные видео, к которым я подготавливаюсь заранее, пишу сценарий. Пишите, друзья. Но я вообще на самом деле стараюсь выпускать разнообразные видео. И так, и эдак, чтобы всем постараться угодить. Я читала об этом городе ранее, как о самом чистом, ну, одном из самых чистых. Кроме того, вот совсем недавно на йоге Бавин мне рассказал, что он здесь бывал, у него здесь была клиентка, которая он ездил давать уроки йоги, и ему здесь очень сильно понравилось. Опять, что ли, господи, Парам. Опять Парам решил помочь нищим жителям Нави Мумбаи. Вот, видите, вот эта вот девушка, молодая, красивая, с 2 детьми, просит у людей милостыню. Ой, ну красиво, смотрите как. И дорогу можно легко перейти. Тут есть молы, да, то есть обычно наши жители нашего поселка покупают одежду на базарах или на каких-то таких вот магазинчиках, ну, в молах. Кроме нас особо никто ничего не покупает. Ну и мы тоже не так часто это делаем, честно говоря. Ой, как красиво. Супер, мне уже нравится. Посмотрите, сколько цветов, как зелено. Вон, смотрите, какая модница пошла. Ух ты! Посмотрите, какая модная девушка. Слушайте, Парам мне только что говорит, только умные люди поймут, а я просто не поняла. Вот скажите, что здесь написано? Ну, то есть фуд-фестиваль вы, я думаю, прочитали, а что сверху написано этими креветками? Парам мне показал, я сразу не поняла, что там написано. И он мне же говорит, что это, ну, не всем дано. Короче, он прочитал, моему мужу дано было прочитать, что там написано «Гуан». Парам говорит, пойдем в мол. Ну, я не знаю, надо нам идти или нет. Может, какие-то лучше места поважнее посмотреть. Все равно мы как бы ничего вроде покупать не собираемся. Как бы одежда есть что носить. Ну, давай немножко, окей, только чуть-чуть покажем просто, чтобы... И, может быть, там удастся зарядить камеру. Слушайте, ну здесь, правда, очень красиво, очень уютно. Вот мы сейчас находимся на территории торгового центра. Посмотрите, сколько здесь цветов, сколько зелени. И люди здесь все такие улыбчивые, счастливые, довольные, красивые, нарядные. Так, сейчас я буду снимать на телефон, потому что в торговых центрах не разрешают вообще, в принципе, снимать. Но, во всяком случае... телефон не будет привлекать такое внимание, как камера, еще и с моим микрофоном. Так, ну что я вам могу сказать? Торговый центр такой красивый, но не впечатляет. То есть я, конечно же, видела и получше, даже в том же Мумбаи. Ну, ничего, собственно, особенного. Если недорого, тогда купим. Если дорого, My God, you not. Ребята, я только что упала, мы поднимались. I have only one wife. Мы поднимались, и я упала, потому что увлеклась съемкой. Артур что-то говорит. Артур хочет игрушки, чтобы мы ему пошли купили. Я снимаю. И тут, поняли, я была повернута. Боже мой, у меня рука болит, но я продолжаю снимать. Ребята, вот это да, вот это что значит, человек давно не был в городе. Я уже отвыкла от цивилизации. Зашли в первый попавшийся магазин, но на самом деле меня привлекли духи изначально. Но Артур увидел мягкие игрушки, выбрал себе игрушку мягкую, вместо того, чтобы мама выбрала себе духи. Ну что ты с ней будешь делать, Артур? Ну, эта собака намного сильнее бульдога. Ну зачем она тебе нужна, Артур? Ну, будет делать работу вместо бульдога. Ему нравится что-то такое вот мягенькое, что можно
обнять, поцеловать. Зашли в другой магазин. Слава богу, мы не купили ту мягкую игрушку. Но у него иногда бывает. У него сейчас есть, знаете, такое вот желание. Короче, ему очень хочется братика или сестричку. И, скорее всего, по этой причине он так вот, знаете, трепетно относится к всяким мягким игрушкам. Ну, вот он сейчас увидел какой-то конструктор. Покажи, что ты выбрал. Что, ты понял вообще, что это такое? На инструкции посмотрим. Короче, Артур еще до конца не понял. Сейчас, а Парам для меня выбирает чашку. Недавно разбилась моя чашка, и сейчас мы выбираем. Красивые, все такие милые, симпатичные. Видите, и я уйду с подарком. Говорит, может быть, вот это, но видите, Параму что нравится. Ну, нет, мне не слишком блестяще. Вроде как и красиво, так лаконично, но не для нашего, по-моему, интерьера, не впишется. Вот это прикольно, ну покажи. Вот, смотрите, это Happy Trip, удачного путешествия. Это, по-моему, заварник. И еще, смотрите, тут дается еще в придаче такая вот ложечка. Ну, Парам, show the spoon. Ну, не тряси, нормально покажи, господи. Чтобы чай размешать. Ну, подожди, Парам уже решил. Ну, сейчас, а я тоже хочу посмотреть. One minute. Они, знаете, вот эти вот продавцы такие, вот только пальцем, знаете, только заинтересовался чем-то, они уже бегут упаковывать. Я не знаю, либо это такие вот индийцы, что они так сразу вот именно решаются на покупку в эту же секунду. Или это такая у них техника у этих продавцов, то есть, чтобы уже человек, знаете, подумал, что ну раз уже побежала упаковывать, все, уже нет возможности передумать. Но я не такая, нет, я должна подумать. Вы видели, вот игрушка вроде как Артур уже ту выбрал, но мы Артуру сказали, что, мол, ну пойдем еще что-то посмотрим. Но я не привыкла так делать спонтанно покупки. Так, вот то, что Парам выбрал, смотрите, вот белая вот такая вот. А есть я еще вот увидела розовую. Ну, то есть это заварники, чтобы вы понимали. А еще мне вообще вот это вот понравилось. Но Парам, ну, говорит, давай уже выберем то, что я выбрал. Вот это вот мне тоже понравилось. Такая вот, смотрите, тоже с ложечкой. Здесь ложечка покруче. Вы скажете, да что ты так выбираешь, как будто бы там новую квартиру или машину? Ну вот мне нравится, ну как бы, может быть, не так часто я совершаю покупки. Миленькая, смотрите, какая миленькая чашечка. Или это. И вот еще есть такая розовая. Или вот это вот, или вот это вот. Короче, Парам, you must... This, да? Не, wait, this is your gift, you must choose. Maybe I like the same, this like and that like. Вот which one you like, говорю, Парам должен выбрать. Потому что мне обе нравятся. Второй продавец, я так понимаю, что он здесь главный, понял, что мы не справляемся. Он поспешил на помощь. Да, тут больше кроме нас никого нет. И Парам, короче говоря, выбрал вот эту вот чашку. Все-таки он выбрал Happy Trip, и вот, но розовую. Видите, там мы поднялись на 3-й этаж, здесь фудкорт. Здесь можно перекусить. Но мы пока не хотим, нам надо обязательно подзарядить камеру. И вот смотрите, парень показывает, что вроде бы где-то есть. Слава богу. Где-то есть. Thank you, Парам. Не очень скоро придет с My India.ru чай, очень вкусный тулси чай. Я буду пить из этой чашечки, такой чай, который нужно заваривать. Вам тоже, мои дорогие зрители, напоминаю, заходите, пожалуйста, на сайт My India.ru, ссылочку я оставляю в первом комментарии. Заходите, выбирайте любые товары, заказывайте. Доставка абсолютно бесплатна, и все товары прямиком из Индии. Ну все, мои дорогие, покидаем мы этот торговый центр, и вот на вот этой вот карете, карета подана, едем на другую локацию, какой-то лейк, какое-то озеро, Парам сказал, мы сейчас посетим. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.